Привет, ретро-консольщики! С вами снова оперативная съемка консольного патруля. И сегодня в поисках консоли от компании Apple мы приехали в музей Apple. Всем привет! И мы хотим развеять миф, то, что Apple не для игр. Погнали! Console Patrol. Ну, здесь можно сказать, наверное, о двух гениальных изобретениях, творениях, я бы сказал, Стива Возника. Это Apple 1 и Apple 2. Это, конечно, Apple 1 как, скажем так, основа для следующего развития Apple 2. Apple 2, конечно, уже был серийный компьютер, и он принес Apple огромное количество денег во всех своих, в общем-то, вариациях, потому что их выпускали вплоть до 93-го года. Это сумасшедшая популярность была у компьютера. Может быть, даже где-то с чем-то сравнимый с айфонной. Сложно, конечно, так говорить, сравнивать, но, тем не менее, это был любимейший компьютер программистов 70-х, 80-х. Ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я, в общем-то, создатель и руководитель всего этого безобразия. Хотелось бы задать несколько вопросов по музею, ну и личных вопросов, там, может быть, и по технике вопросов. С чего началась коллекция? В детстве марки коллекционировал, потом значки. Всегда какая-то тяга была. Потом, поскольку закончил технический университет, институт, сейчас они университеты, раньше институты были. Ну, судьба свела сначала с компьютерами, естественно, IBM совместимыми. Конец 80-х годов. В начале 90-х случайно в руки попал Mac. Не с первого раза на нем получилось поработать, но пришел к выводу для себя лично, что, в общем-то, с PC-шным железом пора завязывать, надоело. Mac как-то интереснее с точки зрения построения, внешний вид, как самого компьютера, так и системы. Ну, как-то привлек, тем более про Windows я все знал в то время. Вот, решил попробовать. Ну, в общем-то, и затянуло. Ну, а со временем понял, что не все знаю про Маки, а их много разных интересных. Это же не просто ящик какой-то, как PC-шное железо, в который можно запихнуть все, что угодно. Ну, конечно, дизайн привлекал, потому что безличные машины, они менее интересны, чем компьютер с изюминкой какой-то. Стал собирать доступные на то время модели. Поддержанные, конечно, не новые все это было. Но, во-первых, Маки, они не так популярны были в России. Вот. Они применялись в основном в профессиональных сферах аудио, пресс, где-то видео. Хотя потом по видео их другие ребята вытеснили. Ну, то есть достаточно специфичное применение было. Во-первых, они были кошмарно дороги. Это да. Это было даже не каждая организация себе могла позволить Маки. Не то, что я уж не говорю про личное владение. Это не самосборы там с Митинского, Стушинского рынка, а это бренд, который, в общем-то, есть определенная цена, ниже которой просто не найти. Вот. Но когда они выходили уже из употребления, понятно, что они тоже устаревали, и они в том виде, в котором к тому времени были, уже не могли приносить нужного результата. Поэтому попадали на свалку или какие-то руки, которые их продолжали как-то сохранять. Вот, потихонечку попались несколько экземпляров. А с чего началась коллекция? Ну, вот можно как-то вот, прям первый какой-то? Вот, я уже не помню. По-моему, это был SE конца 80-х, Macintosh SE. Вот, моноблок, черно-белый моноблок. А когда одно берешь что-то, ниточка тянется за второе и третье, и понятно, что интересно, что же там еще было. А поскольку интернета не было, в ту пору, ну, такому, в котором была полностью информация по ним. Ну да. Приходилось... Книги? Книги по крупинкам где-то. Но благо того, что я к тому времени уже работал, можно сказать, в московском российском подразделении Apple. Это была не собственность компании, то есть не их подразделение, а, скажем так, авторизованный реселлер. Такая независимая маркетинговая компания, которая Apple давала права на какие-то, после каких-то конкурсов на определенное количество времени и так далее. И вот там работал. В то время, в общем-то, начал собирать. Ну, были единомышленники,
Ну, некоторые остались, некоторые отпали. Но потихонечку собирал как хобби. Но потом со временем вылилось вот в это. Но интересно были не только компьютеры, повторюсь, информации, книги какие-то, потому что сама железо по себе, она интересна, конечно, но хочется некоторое обрамление всего этого. Софт, красивые коробочки, книжки и так далее. Вот. Ну, Apple III, первое неудачное и не последнее неудачное творение команды уже Стива Джобса. Компьютер капризный. Ну, в общем, популярность не снискал, много было ошибок с ним совершено, как стратегических, так и технических. Ну, долго не просуществовал. Сейчас, конечно, уже редкость. А тогда, в общем-то, мало покупали. Это такая была сделать уже первый не домашний компьютер, а компьютер для бизнеса. Вот эта неплохая модель. Это компактная версия Apple II. Первая, вторая. Вот. Apple IIc, Apple IIc Plus. Удобно было в машине поработать. Можно было какой-то маленький мониторчик купить, он питался от компьютера, компьютер в машине питался, естественно, от аккумулятора. Очень удобно. Про Macintosh, наверное, говорить не буду, и так все знают. Культовое творение Джобса с командой. Ну, хотели хорошо, чтобы получилось. Получилось хорошо, но дорого и медленно. Медленный компьютер, мало памяти. Ну, тоже, в общем-то, Apple на нем не заработал, к сожалению. Вот в мире сейчас поделилось, в принципе, на три стадии, то есть, ну, даже людей, можно так называть, это Apple, Windows и Linux. Почему именно Apple? Ну, как я уже говорил, для Linux нужно более, скажем, более свежие мозги, чем у меня. Вот, это все-таки интуитивный графический интерфейс. Я и почему в свое время с DOS перешел на Windows, когда Windows еще не был так популярен, конец 80-х, в конце концов, начало 90-х. Я, в общем-то, был активным пропагандистом Windows. Потому что графический интерфейс, он куда лучше, чем наборы команд. Хотя это да. Спорно, да. Вот. Есть любители того и другого. То есть я поэтому и говорю, что хотите работать с Linux, с Unix в чистом виде, вам не нужен, вам любой компьютер подойдет практически. Вот. Здесь же привлекал не только, повторяюсь, интерфейс намного более продвинутый, чем на то время Windows, это раз. Windows позже догнал, конечно, хотя до сих пор как-то с трудом ему живется, вот, судя по последним версиям. Что касается Mac, поскольку там все в одном, и софт делает одна компания, и железо одна компания делает, и выглядит это как-то привлекательно, но он чем-то вот очаровывал. Потому что, повторюсь, тут ведь вопрос сравнения. Если ты что-то попробовал и увидел другое, ты интуитивно выбираешь между ними. У каждого свой, конечно, подход. Вот. Но меня вот зацепило это. Ну вот чаще всего вот люди, вот, которых я спрашивал, почему именно Apple, да, там, почему MacBook там, или телефон ихний, из коробки. То есть включил, и можно сразу работать. Не надо применять какие-то настройки дополнительные, что-то еще. То есть, это, в принципе, и у них раньше было. Вы покупаете компьютер, система уже стоит. Да, включайте, вам можно не надо, работать. вам особо там минимальные настройки. Вам не нужно влезть там глубоко в систему, тем более вам туда не дадут лезть. Да. Вы не знаете, как там все это внутри устроено. А компьютер для чего? Вам включили поиграть или поработать. Он и раньше был для этого, и сейчас. Вот. Включили, купили, включили, работать. Ну, последнее творение с участием Возника — это Apple IIgs, последний из линейки Apple II. Все, что могли выжить в то время из Apple II. Очень интересный компьютер со своей операционной системой, тоже уже чем-то напоминающую маковскую. Ну, кстати, ее недавно обновили. Слышал то, что в 2013 году приезжала знаменитая личность. Можете что-то рассказать, как он отреагировал, в принципе, на музей у нас в России? То есть, начнем с того, что я бы, конечно, попытался пригласить и второго, но он к тому времени был уже, к сожалению, не очень живой. Ну, можно сказать, совсем не живой, да. Вот, то есть оставался один шанс. Узнал, что Возник. Да, сам до сих пор не знаю, куда ударение ставить, уж извините. Вот. Прошла информация, что он будет в Москве. А у нас как раз музей к тому времени уже год существовал. И я подумал, что это было бы круто, конечно. И если я его смогу к себе как-то вытащить. Ну, кто-то помог вам это организовать? Ну, скажем так,
если бы не моя инициатива, конечно, бы ничего этого не было, потому что он, конечно, ничего не знал, но удалось с него выйти, как на самого лично через переписку, так и через организаторов. Ну, короче, сложилось. Но его, в общем-то, ощущения не раз уже были описаны, как бы там в прессе тех лет. Ну, в общем-то, он был удивлен. Вот, он в одном месте, как он сказал, я в одном месте столько не видел маков. Вот. Ну, не знаю, не мне судить, может так, а может и нет. Но, по крайней мере, по тем фоткам, которые, в общем-то, имеются, в общем-то, его эмоции на лице все написаны. Второй раз мы уже не то что переписывались, но, по крайней мере, письмо сразу до него дошло. Вот. Он был в очередной раз здесь на каким-то очередным свадебным генералом на каком-то форуме. Ну, вот. Ну и на скромную просьбу, а может быть, как заедете еще? Он сказал, да не вопрос, говорит, время будет, заеду. И получилось, он даже приехал с женой. Вот. Она, кстати, тоже бывшим сотрудницей Apple. Вот. И тут, конечно, уже не 10 человек было. Но это первый цветной Mac. Macintosh 2, первый цветной Apple-ский монитор. Но это уже серьезная машина, дорогая, но с хорошей производительностью, графикой. Скажем так, Apple на нем немало заработала. Можно еще обратить внимание, Macintosh LC, такой первый более-менее домашний Mac, относительно недорого продавался, 2400. Ну, кто-то мог себе позволить, кто-то нет, но тогда компьютеры с графическим интерфейсом все-таки в конце 80-х, в начале 90-х были все-таки редкостью. Mac Pro тех времен, Macintosh Quadro 950, самая мощная машина на 40-й Motorola. Тоже, в общем, стоила немало, но и мощность у нее была на тот момент серьезная. А есть такие же музеи, но за границей, там, например, в Соединенных Штатах, там, или в Германии? В Штатах есть огромное количество, ну, скажем так, прекрасных музеев, но там конкретно Apple нету. Там есть большие коллекции частные. Частные, но да? они в основном больше всего закрыты. Ну, конечно, на родине Apple как бы не быть коллекциями. Там тоже много энтузиастов, много коллекционеров. Ну и денег там побольше, там побогаче. Возможностей, да? Да, возможностей намного больше. Что касается Европы, первое, это, значит, Савона, Италия, Прага. Прага в центре был музей. А в Нидерландах, в глуши, там один энтузиаст, тоже у него отличная коллекция, тоже открытая. Недавно коллега Яцек в Польше открыл прекрасный музей, тоже там возможностей побольше. Сейчас музей открывается в Киеве. Компания MacPav, вот, или PAV, я не знаю, как правильно звучит. Они все время купили коллекцию, по-моему, на eBay у каких-то коллекционеров. Вот. Тоже я с директором знаком, переписываемся. Но они пока, по-моему, не открылись. И я не знаю, у них будет рабочий или интерактивная или экспозиция или нет. Так вот, все музеи остались, но прекрасный, красивый музей в Праге прекратил свое существование, по-моему, это был год назад. Что случилось? Ну, во-первых, там он прекрасно оформлен, много техники, но, во-первых, она вся под колпаками, там не рабочий, он не интерактивный музей. Ну, приходите там вот. Ну, понятно, посмотреть там мертвые, ну, не включенные экземпляры там. Вот. Ну, там какая-то у них тяжба собственников между собой, тем более место там культовое в центре Праги. Вот. Но печально, потому что народ приезжал. Потому что были люди, приезжали ко мне, говорят, мы были в Праге, да, там красиво, но там он не живой просто там. Ну, не потрогать, не пощупать, да. Вот я же изначально был, скажем так, сторонником только интерактивного музея. Ну, как компьютерный музей. И не пощупать. И не пощупать. Вот. Поэтому и нравится людям, потому что все насмотрелись на витрины, там, на которых там, ну да, красиво, там, да. Но когда люди могут сами нажимать кнопочки, которые до них там нажимали многие другие люди много лет назад, ну, это же куда интереснее. Причем нажимать на то в некоторых случаях, которые ты видел даже просто на картинке и даже этого не видел вживую. Как бы. Ну да. Другие ощущения уже совершенно. Совершенно верно. Тем более там кто-то вспоминает, как он раньше нажимал, а есть приходят люди, которые дети, там, школьники, которые им тоже интересно. Ну да. Они из них же тоже там вырастают всякие инженеры, программисты и так далее. Но это все машины так времен середины 90-х. Ну, уже на PowerPC, совместный консорциум с Motorola и с IBM. Интересная модель 96-97 год.
Это юбилейный Macintosh к 20-летию создания компании. Немножко задержался в свое время, но дизайн неплохой. Руку предложил к нему и Роберт Брюнер, и Джонатан Айв. Продавался дорого, тираж маленький. Нынче редкость, но красиво. А какое, в принципе, дальше развитие будет музея? Пока никакого, потому что все упирается в помещение. Вот. Меценатов у нас, к сожалению, не так много. Вот. И поскольку помещения в основном все коммерческие, а мы не настолько коммерсанты, мы вообще не коммерсанты, мы, скажем так, места, в которых люди получают удовольствие и, в общем-то, немного платят. Мы цены не повышали на вход уже 8 лет. Ну, потому что мы понимаем, что должно быть более-менее доступно. Вот, и школьникам, и взрослым, хотя для школьников билет стоит 250 рублей. Я не знаю, сейчас дорого это. Мороженое. Я не знаю, ну нет, это я даже не знаю, сколько сейчас стоит мороженое. Честно, тоже. Сладкое не ем, да. Если нету меценатов, может, правительство поддерживает или там мэр поддерживает Москвы? Да нет, конечно, никто ничего не поддерживает. Все это, в общем-то, на частной основе. Вот, практически в музее работаю я, и мне иногда мой коллега помогает по выходным дежурить. А так я здесь во всех ипостасях. Ну, то есть... Экскурсовод, директор, кто там еще, железячник. Ну, ребят некоторые помогают починить какие-то вещи, там еще что-то, но в основном все сам. Ну, то есть, получается, хобби переросло такого в работу, что ли? Завидуете? Ну, чуть-чуть, да. К сожалению, помещением только это. Вот, потому что у нас есть резервы не слабые такие. То есть можно еще таких 3 зала сделать по 100 метров. Вот. Показать серверы, принтеры. Там здесь ограничено количество и моделей, и железа. А так мы могли бы, конечно, побольше развернуться. Но, к сожалению, пока в этом отношении движения нет. Но тут уже начинается эпоха, как говорят, нового пришествия Джобса. Культовый iMac, следующая машина на G3, которая, в общем-то, потихонечку начинает вытаскивать Apple из их финансовой ямы. Интересная машина, куб в виде куба. Позиционировалась как профессиональная. К сожалению, своих надежд не оправдала. Выпускалась всего лишь 1 год. Но тоже, в общем-то, коллекционеры за ней еще бегают. Ну, конечно, это тоже считается одной из интересных моделей, вышедших из-под пера Apple. Необычный очень дизайн на то время, да даже на сегодняшний. Привлекательная эта модель как своим дизайном, так и функциональностью, поскольку можно очень удобно подстроить экран под себя, послушать хорошую музыку через колонки. Ну и, в принципе, оставляет приятное ощущение. Вы упомянули, что как бы дешевая экскурсия. Хотелось бы узнать, цена этой дешевой экскурсии. Ну, давайте расскажу, кто может прийти вообще сюда? Да, как мы работаем. У нас есть 2 режима. Есть режим самостоятельного посещения. Вот. Мы, кстати, сейчас, к сожалению, сократили его сейчас только до субботы-воскресенья. Ну, по выходным. По выходным, да, с 12 до 6. Ну, это, наверное, из-за коронавируса? В частности, да, потому что народ, кто-то боится, во-первых, идти, и падает, конечно. И, в принципе, народ во время ковида, конечно, стал поосторожнее. Хотя у нас здесь все средства есть, хотя, извините, сейчас без маски, но все это есть у нас. И... Мы привиты. Вот. Или привиты, переболевшие, да. Есть 2-й режим, есть режим экскурсии. То есть можно посмотреть у нас на сайте, во-первых, как это проводится, что нужно сделать для ее заказа. Там, письмо надо черкануть, там 4 строчки, и посмотреть время свободное, когда у нас там в календарике оно есть. Вот. И, в общем-то, экскурсия, она длится где-то, на экскурсию выделяется 1,5 часа, полчаса люди, кто-то развлекается, кто-то играет, кто-то там это. А через полчасика у нас начинается экскурсия, провожу лично я. Ну, в зависимости от возраста людей, детей, там разная степень погружения. Говорят, что неплохо. А чаще всего кто приходит? А по-разному. Ну, чаще, конечно, школы, колледжи. Ну, вот. Показать, какая техника, да? Ну да, обычно как учителя, классный руководитель рассказывают, они предлагают детям список музеев. И, конечно же, они очень часто выбирают наш музей. Вот. И вообще наш музей один из немногих, в которых
повторюсь, не родители ведут детей, а дети родителей. И хотя родители сами скептически настроены, но иногда говорят, что спасибо своим детям, говорят, что их сюда не привели. Почему скептически? Ну, потому что они, музей Apple, у кого-то часы есть, там, что там может быть интересно. Но когда приходят, увидят. Такое большое количество техники. Да, кто-то вспоминает свое детство, те же родители, вот, кто-то еще там окунаются. Понятно, что с маками не такое большое количество, но это же не важно. Дело в том, что они видят там знакомые там, игрушки, знакомые программы, там, где можно там, снова там, нажимать клавиши, там, вспомнить. Кого-то ностальгии прошибает. До слез не пробивало никого? Нет, кстати, бывает очень разное. До слез не знаю, может быть, плакали они там где-то за пределами, но иногда бывает, люди приходят, удивляешься, там, бывают, приходят, скажем так, программисты первой волны, там, которые еще программировали там, в 60-х, там, еще, да, приводят внуков, там, это, так далее. Вот. Понятно, что техника другая, но им сама атмосфера здесь нравится, и все-таки у них тяга к железкам остается, даже у тех людей, потому что уже они свою профессию выбирали как-то связанные с IT. Вот. А поскольку, к сожалению, пойти не так много у нас куда, особенно в интерактивный музей, то они, в общем, с удовольствием приходят сюда. В общем-то, ноутбуки Apple-ские покупали те, кто, у кого, наверное, все-таки были уже стационарные модели. Вот. Но, тем не менее, не могу не показать первую портативную, портативную модель Apple Macintosh Portable. Первые попытки создать портативный, в таких чемоданах. Можно было переносить их. Но потом новое дизайн-бюро пытались сделать уже мини. И, в общем-то, до сих пор смотрится неплохо. Визуально похожи друг на друга, с разными характеристиками. Кстати, это была первая модель, у которой трекбол стоял по центру, чтобы было удобно как левшам, так и правшам. 500-я серия – это первая в мире модель уже с трекпэдом. То есть трекпэд не их изобретение, но они первые поместили в свои компьютеры. Ну и очень интересная модель PowerBook Duo. Это компьютер, который мог использоваться как отдельно, так и мог вставляться в док-станцию и использовать его как стационарный компьютер, на который уже был отдельный монитор. А что бы вы хотели себе в коллекцию? Того, что у вас нету? Ну, у нас столько денег нет. По большому счету, это техника вся собрана? Ну, основные экспонаты, ребята, это все серийно выпускалось. Это все выпускалось серийно. Вот. Это же не выпускалось там. Более-менее редкие вещи есть, которые выпускались там, ну, скажем так, по 10 тысяч, там 9-10 тысяч, это, там тот же Macintosh TV, тот же юбилейный Macintosh. Но есть вещи, которые действительно очень редкие, очень дорогие. Ну, во-первых, это Apple 1. У нас есть точная копия, то есть реплика. Вот. Но оригинал сейчас на eBay стоит в рабочем состоянии, просят за него $1,5 миллиона. То есть можно сказать, что это мечта, да? Ну, так, мечта... Для музея, я имею в виду. Нет, ну, скажем так, это даже не моя мечта, потому что я примерно знаю, что мне это не нужно, тем более реплики нам хватает, а такие инвестиции делать... Бессмысленно? Ну, не то, что бессмысленно, но бессмысленно мне бессмысленность в невозможности, потому что все равно я не смогу. Ну и, конечно, вторая модель – это первая Лиза, которая тоже супер редкая вещь. У нас вторая есть Лиза 1. И просто их в свое время Apple много уничтожила, закопав в соседнем штате нераспроданные экземпляры. Да, и их в мире рабочих, тем более, осталось очень мало. Даже один шильдик Лиза от компьютера Macintosh может доходить до $3000. Один шильдик. А можете представить, сколько стоит сама машина. Вот. Так что, ну, да. Но я считаю, что, в общем-то, всегда есть к чему стремиться. А игровые приставки есть? Ну, поскольку Apple... Они же выпускали что-то? Они одну выпускали, да, но, по крайней мере, она, в общем-то, изначально не предназначалась как вообще игровая приставка, если честно. Вот. Это должен быть такой более комплексный продукт. Но потом решили выпускать все-таки ее под маркой другой компании, Bandai. Вот. Я не думаю, чтобы они могли сделать в то время в игровой сфере какую-то революцию. Ну, для чего тогда? Ну, потому что конкуренция, к сожалению, была большая в то время. Там, Япония, она все-таки как-то более была
скажем так, она лучше просто знала Рынок, наверное. и рынок, и что людям нужно. Да. Что людям нужно, да. Ну, тем более Apple все равно не дешевая компания, как и сейчас. Ну, не мне говорить про игры, если честно, потому что, в общем-то, я Не игрок? не игрок. Лучше уже... К сожалению или к счастью, не знаю, но иногда посмотришь там всякие стримы на Ютубе, там вот эти азартные всякие путешествия, приключения, тем более уровень современных игрушек, конечно, сумасшедший, с новой графикой, там, со всеми этими новыми видеокартами, новыми технологиями там обработки. Вот, и понимаешь, что скоро будешь уже не различать. Реальность. Да. Вот, настолько графика уже поступила близко. Ну, кстати, у Apple, если сейчас, я думаю, у Apple, в общем, сейчас уже, если знает рынок и делает неплохие процессоры и все остальное, в общем-то, у них неплохие шансы попробовать как-то влезть. Тем более под iOS они все-таки сделали какой-то там магазин игрушек. Да. И народ, в общем-то, так не говорит, что это, ну, плохо. Ну, так осторожно говорит, ничего, нормально. Вот. Хотя, конечно, гранды другие повыше там делают, конечно, игрушки. Под Xbox, под PS. Не зря же сейчас большой дефицит. Люди до сих пор PS5 купить не могут. Ну да. Ну вот интересная модель еще. Обошли Macintosh TV. Попытка соединить телевизор и компьютер, как говорится, в одном флаконе. Выпущено было мало, всего 9000. В черном цвете, чтобы у вас телевизионная картинка не контрастировала с бежевым корпусом. Pippin, скажем так, модель, попытка сделать и выйти на рынок игровых консолей. К сожалению, неудачная, может и к счастью. Была построена на базе тоже компьютеров Mac. Но она предполагалась не только игровой консоли, как некий такой мультимедийный управляющее устройство на самом деле. Но, тем не менее, подумали, что в музее она тоже нужна, как одно из творений. Ну, эта витринка привлекает сюда много глаз. Пытаются руками иногда. Но, тем не менее, это витрина, на которой мы всякую мелочевку собрали, которая и продавалась теплом. Что-то здесь новодельного. Вот. Значки, наклейки, разные сувениры, которые Apple выпускал и официально, и, в общем-то, некоторые вещи были для сотрудников, предназначены как подарки, как за какие-то заслуги, или просто корпоративные подарки на какие-то праздники. Вот. Ну, много всего интересного. Книжек у нас много тематических про Apple, журналов на разных языках. В основном, конечно, на английском, на русском мало выпускалось, в основном только некоторые учебники. Много журналов, технической литературы. Ну, коллекционируем мы также и мемуары, тоже на разных языках. Мемуары тех людей, которые тем или иным образом были связаны с Apple. Вот, много журналов интересных. Так что у нас в музей можно прийти, аккуратно полистать, может быть, найдете для себя что-то новое. Есть такой миф, то что Apple — это не компьютер для игр. Это так или нет? Но немножко надо окунуться в историю. Во-первых, огромное количество классических игр началось именно с Apple II, насколько вы знаете. Потом уже подхватил DOS там и так далее, платформ. И в конце 80-х, в начале 90-х годов, а я вам напомню, что тогда Windows всегда шла позади macOS. В то время, да. И программисты, вернее, если вы посмотрите основные релизы игр, они выходили в Штатах там, поскольку там в основном рынок-то, одновременно для DOS и для Mac. Не для Windows, а для DOS и для Mac. Windows, когда вышел, первые версии Windows в начале 90-х, они тоже не смогли исправить ситуацию, потому что это была все та же надстройка над DOS. Да, сверху, оболочка. Зачем мне запускать Windows над DOS, чтобы под Windows запускать еще одну игру, которая будет, сами понимаете, достаточно сложно. В 95-м году, когда выпустили Windows 95, которая ставилась вот на ту армию IBM совместимых компьютеров, и которая практически догнала Apple по производительству, потому что 95 уже не была надстройкой. Угу. То есть синтез, ну, синергия Windows 95 и дешевых компов на пентиумах
они практически заменили Mac. Та же производительность, но их-то было в 1000 раз больше компьютеров Дешевле. в мире. Что сделали программисты? Они побежали на Windows, потому что они зарабатывали там больше. И про Apple на некоторое время просто стали забывать. Невыгодно. Тем более у Apple были непростые времена. Так вот, исторически сложилось так, что после 90-х, середины 90-х, просто игрушек стало меньше по той причине, под Mac'ом, о которой я вам рассказал. То есть стало просто туда все уходить. А, в общем-то, это единственная причина. Ну, то есть это получается миф? Ну, я для себя считаю, что это миф. Потому что сейчас... Любую игрушку можно поставить на Mac и поиграть спокойненько. Тем более, если вы знаете про современные процессоры. И эта сложность у вас не возникнет. Да. Да, вот это так исторически сложилось и так тянется. Какие-то компании, которые работали под Mac, они перепреферировались туда и сюда. Но, повторюсь, это мое мнение. Оно может быть неверным. Наверняка есть другие причины. Но в этом должны разбираться люди, которые знают историю уже игр на всех платформах. В частности, есть вопрос про логотип. Как он появился, что означает. Но многие, конечно, люди технически поймут, что, в общем-то, это шорткат для сохранения чего-либо. Ctrl-S, Command-S. На Mac есть специальная клавиша Command с таким интересным значочком. Но шорткат совместно с буквой S это вы сохраняете. Так же, как и мы сохраняем то, что когда-то Apple выпускала более или менее интересное. Ну что, Дим, давай мы развеем тот миф, что на Apple не было игр. Я вот вижу тут куча боксовых версий. Ну да, например, Герои, вторые, Цивилизация. С логотипом Macintosh. Даже есть вот такое. И Pirates Gold есть. О! Что там еще интересного? Покахонтас, моя любимая игра. Ну, она, конечно, понятно, не сеговская, но советую всем поиграть. Так, а я вот вижу, там еще есть Duke Nukem. Где ты? 3D. Ох ты, да, сейчас достану. Ну, вот это все знают, что это такое. Mac CD-ROM. Так что, мне кажется, миф развеян. Миф развеян. Кстати, здесь кроме коробочных версий игр есть еще масса коробок с различными программами. Например, Adobe Photoshop. Вот эта коробочка. Вторая версия. Запечатанные все. Вообще, вон, офис. А вот эта коробочка, это Microsoft Word еще до создания Windows. А вот в этом ведерке находится программа Painter для Mac. Ну да, для художников специально. Для художников, да. А еще на Mac был Coral. Вот это 6-я версия. Итак, друзья, мы нашли таки консоль от Apple, которая называется PinPin. И на самом деле она не как консоль выглядит, а как видеомагнитофон, потому что здесь сверху идут кнопки управления. Кстати, тут необычный набор портов. VGA, можно переключать PAL и NTFS и видеосигналы. Класс вообще. Консоль игровая, но не консоль, а компьютер маленький. Маленький компьютер и плюс плеер еще. Да, плюс плеер. Да. То есть можно и к компьютеру подсоединить было, и к телевизору, и играть, и смотреть фильмы. К сожалению, только было очень мало игр. И она была в двух цветах, вот такая беленькая и серенькая еще, темно-серая. Черная, можно сказать. Темно-серая. Темно-серая. А что ты скажешь про геймпад? Мне кажется, надо его запустить, и он вернется как бумеранг к нам обратно. Не, вот, кстати, про вот этот бумеранг, наверное, нам расскажет наш друг, к которому мы в следующий раз приедем в гости. Да. Давай не будем об этом сейчас. Мы на этом закончим обзор вот этой консоли, такой мини-обзор. Все-таки мы же консольный патруль. Да. И ради этой консоли мы сюда приехали, и мы ее нашли. Ну, не только ради этой консоли, на самом деле, тут очень много всего интересного. Советуем всем приехать сюда, посмотреть, приводить своих друзей.
не только друзей, но и там внуков, На детей. самом деле нам очень понравилось, тут все интерактивно, тут масса игр, в которые можно поиграть, которые игры нашего детства, да, которые и интересны нам, и интересны нашим детям. Так что мы вам настоятельно рекомендуем посетить этот музей. Только здесь немножко холодно. Или это я просто замерз? Ты просто мерзляка. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Ставим лайк. У нас еще будут походы в разные музеи и к разным коллекционерам. Так что у нас еще будет много интересного материала. Оставайтесь с нами. Всем пока!